улыбчивого всем настроения. Следующие несколько дней я буду вязать только зайцев. Какое количество получится, не знаю. Нужно столько, сколько успею связать. Поэтому я буду вязать не так, как обычно, конвейером по запчастям, а по одному зайцу до готовности. Один у меня уже есть. Это вот такой зайчик в нежно-лавандовом цвете. Дальше у меня уже на подходе пудровый. На него есть все детальки. Осталось только собрать и оформить зайца. Следующий у меня зайчик будет в мятном цвете. Он еще клубочком. Я даже его еще не начинала. При самом лучшем раскладе я не могу вязать больше 2 зайцев за день, потому что домашнюю работу тоже никто не отменял. Ну и еще есть такие форс-мажорные обстоятельства, например, как завтра мне нужно ехать к врачу, и это займет весь день, и вязать я смогу только вечером, и в лучшем случае свяжу одного зайца. Но буду делать по мере возможностей. Планирую сделать около 6 зайчиков. Все, что у меня получится, вы, конечно же, увидите. И по очереди буду вам показывать готовых зайчат. Итак, я поставила корзинку для готовых зайчиков. Здесь у меня сидит лавандовый и уже готовый пудровый. Готовые зайчики в мятном цвете тоже отправляется в корзинку, и вот таком нежно-бежевом тоже отправляется в корзинку готовых работ. Дальше я буду вязать еще 2 зайчиков. Этот цвет у меня будет вот такой розовый и вот такой смородиновый. И хочу обсудить с вами сегодня пряжу. Кто вяжет этой пряжей Yarnart Jeans? Вы не заметили, что она стала как-то хуже? Я давно вяжу этой пряжей, и это моя любимая пряжа. Может, она всегда такая была, я просто не придавала этому значению, но сейчас все чаще и чаще стала замечать, что она прям разная по качеству. Я в недавнем видео вам говорила, что пряжа отличается по цвету, по тону. У пряжи есть номер цвета и есть лот партия. Так вот, пряжа может быть одного номера цвета, но если не совпадает по этой партии, то она может отличаться и не совмещаться с такой же розовой по этому же номеру. И если, например, у вас не хватило вот для игрушки пряжи одного цвета, одного лота, и вот часто смородиновая такая, если вы добавите из другого мотка, то будет виден переход. У меня этих остаточков, маленьких клубочков осталось очень много, и когда мне нужно довязать, то я с этими клубочками играюсь как с пазлами, совмещаю эти цвета, чтобы они не отличались по тону, по цвету. И это очень-очень неудобно. И она еще разная по толщине. Вот посмотрите, стоят 2 клубочка, и насколько разные даже по высоте клубочки. Сейчас мне нужно вязать этих 2 зайчиков. Так вот, пряжа, она даже визуально отличается. Розовая, посмотрите, ниточка кругленькая, толстенькая,
полотно плотное, намотка, и сам клубок очень упругий. Вот эта пряжа. Ниточка, даже визуально она тоньше, очень мягкое и рыхлое полотно, и сам клубок, посмотрите, он даже просвечивается, чего вообще в этой пряже не бывает. И сам клубочек очень-очень мягкий даже на ощупь. Хотя и вес, и метраж одинаковый. Я не знаю, как так у них получается. Беру все время с одного магазина. Нет, даже не так. Чаще беру с одного магазина, но где бы я не покупала, например, в городе, в магазине или же на другом сайте, всегда одно и то же. Ну, то есть, я не знаю, от производителя это зависит. Хотя все вот эти вот все этикеточки, ну, одинаковые. Я прям не знаю, нужно искать замену, но я уже так к ней привыкла, я ее очень люблю. Например, очень толстая здесь серая пряжа. Она прям, ну, замечательная, она бархатистая, она упругая. А вот с другими цветами вообще непонятно, хотя теоретически вся пряжа одного производителя и одного наименования и названия должна быть одинаковая. Что с ней не так, непонятно. Кто вяжет джинсом? Как у вас вообще ощущения с этой пряжей? И кто вяжет другой пряжей? Может, подобной какой-то? Напишите, потому что, ну, я буду искать ей замену. И в следующий раз, когда буду заказывать пряжу, обязательно закажу какую-то другую попробовать. Так что буду ждать ваших советов по поводу пряжи. Скорее всего, буду искать, чем заменить. Ну а сейчас буду вязать зайчиков. Ну вот, как я и предполагала, пряжа тоньше, игрушка получается меньше. Это даже заметно визуально. И это, конечно, печально. Эти два зайчика тоже готовы. Все, что я запланировала, я сделала. Здесь целая корзинка зайчиков. Их всего получается 6 штук. Буду готовить дальше, скорее всего, мастер-класс. И буду ждать ваших комментариев и советов, кто чем вяжет, на что заменить, на какую пряжу перейти, чтобы была подобная. Пишите в комментариях, мне очень нужны ваши советы. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.